Добрый день, уважаемые друзья, с вами канал Ремонтник ТВ, и темой сегодняшнего нашего видео будет снегоуборка, то есть бензиновый снегоуборщик. Вот такая вот техника ко мне сегодня попала в руки. Вот, это бензиновый снегоуборщик, который сейчас разверну с помощью вот таких лопастей. Или, кто скажет, шнека, вот, убирает снег. Все это дело приводится в движение, вот, ременной передачей, вот под этим кожухом. И здесь работает двигатель, который называется двигатель, сейчас разверну, это двигатель Longchin. Вот. Longchin 196 cc, то есть это 196-кубовый двигатель, который имеет мощность 6,5 лошадиных силы. То есть, и причина в чем? Причина в этом агрегате. Он не хочет заводиться. Вот. Что в первую очередь нужно смотреть и к чему приглядываться. То есть изначально вот заливали бензин, пробовали, то есть печенку рвали, но ничего не произошло. Компрессия здесь присутствует, то есть проблем, то есть нареканий на поршневую у меня нет. Что мы для начала должны сделать? Мы для начала должны проверить уровень масла. Откручиваем пробочку. Так, масло есть. Масло здесь уровень. То есть где-то средний уровень масла. И масло светлое, то есть оно не работало. Итак, раз масло есть, нам следующий этап нужно проверить искру. Вот. Для этого мы должны выкрутить свечку. Свечка находится вот с этой стороны. Снимаем насвечник. Хоп. Для начала я проверю уже заведомо рабочей свечой искру. И тем самым я проверю катушку зажигания и всю высоковольтную проводку. Вот так. Сейчас поставлю. Берем свечу. Вот, вставляем. Приставляем. Вот. Включаем зажигание on. И пробуем. То есть искра есть, все отлично. С этим проблем нет. Дальше можно выкрутить уже родную свечку. Вот она. Сейчас я выкручиваю. Вот родная свеча. Ее также проверяем. Искра тоже присутствует, то есть хорошая искра, немного большая, но такая специфика ее работы. Итак, по свечке я ничего в принципе не понял о состоянии поршневой, немного вот есть сажа, немного замаслено, но это не критично. Итак, если эти все моменты исправны, что же нам сейчас нужно сделать? Нам нужно уже в третью очередь добираться до карбюратора.
Вот, карбюратор находится вот снизу фильтра воздушного. Вот здесь есть праймер еще. То есть для начала откручиваем вот фильтр, снимаем. Праймер здесь идет такой топливный шланг тоненький, который уже стоит на карбюраторе. Вот это все снимаем. Ничего не течет. Видимо, бензин куда-то ушел. Вот. Дальше снимаем фильтрик. Смотрим. Фильтрик абсолютно новый. Абсолютно не юзан. То есть, видимо, снегоуборщик или отработал уже свое, или даже не начинал работать. Вот, снял я, просмотрел весь фильтр. В принципе, он мне нравится. Дальше нужно открутить резервуар карбюратора. Вот это он. Вот пробочка слива бензина. И снизу еще одна пробочка. То есть не пробочка, а болт, который фиксирует вот эту чашку карбюратора. Для начала скажу, весь карбюратор вот откручивать пока не нужно. Пока я не пойму, что здесь находится. То есть, если есть бензин, какой он, и т.д. и т.п. Итак, откручиваем для начала вот резервуар. Итак, что я вижу? Внутри какой-то непонятный рыжий налет. На запах какая-то олифа или что-то похожее. Итак, что я определил? Раз такое в резервуаре, значит нужно нам в обязательном порядке снимать, чистить карбюратор. Для того, чтобы нам снять карбюратор, нам нужно раскрутить вот эти две гайки под ключик на 10. Вот. Тем самым мы снимем вот сам корпус вот воздушного фильтра и сможем дальше выдвинуть карбюратор. Ну и предварительно, то есть, чтобы его выдвинуть, здесь есть вот такие тяги, которые подрегулируют его. Вот дроссельную заслонку, автоматическая регулировка. Их тоже надо будет снимать. Итак, раскручиваем. Так, вот снял я вот сам корпус. Здесь, в принципе, больше ничего нету, кроме вот патрубка сапуна, который идет в крышку клапанов. Дальше снимаем вот прокладку. Она идет металлическая, прорезиненная с двух сторон. То есть дальше такой момент. Можно снять рычаг от подсоса. И дальше нам нужно уже
снять сам карбюратор. Дальше, что нам нужно для того, чтобы снять карбюратор? Вот с этой стороны здесь идет вот топливный патрубок. Вот этот патрубок мы тоже снимаем. Так как я видел, что бензина здесь в принципе нет, ну, пару капель, это не страшно. Дальше снимаем, вот здесь вот идут две, вот одна тяга дроссельной вот заслонки с пружинкой. Вот это все мы должны сейчас снять. Снимаем вот пружинку, разворачиваем. Вот есть такое, сейчас еще более удобно покажу. Вот сверху на карбюраторе есть вот паз, куда заходит. То есть он просто снимается. Если развернуть, вот полностью ее вот закрыть. В эту позицию она полностью закрыта. Ну или призакрыта почти до конца. Можно выдвинуть вот эту тягу. Дальше мы просто снимаем карбюратор. И что я могу сейчас сказать? Ну, сейчас я возьму его на стол и дальше буду все прочищать, продувать и, естественно, рассказывать. Итак, вот, собственно, что я вижу в этом карбюраторе. Можно достать резинку уплотнительную резервуара. Она вся в таком налете. То есть вот такой рыжий налет. С нее нужно удалить. Дальше. Самый главный момент — это жиклер. Жиклер вот закручен вот сюда по резьбе. Вот эта латунная вот штучка, это есть жиклер. Чтобы проверить, есть ли, то есть не забит ли жиклер, нам нужно посмотреть на свет, то есть развернуть карбюратор к свету. Вот отверстие, вот где дроссельная заслонка. Вот. И мы должны вот здесь увидеть пятнышко. То есть, что вот этот жиклер не забит. То есть в отверстие должна быть вот просвещаться. То есть этого я не наблюдаю. Но внутри наблюдаю еще. То есть по резьбе много налета. То есть можно, в принципе, жиклер прочистить вот так, но я хочу его выкрутить и прочистить даже резьбу. Чистить жиклер я буду вот такой вот. Вот эта пружинка от щетки, там пылесоса. Вот я ее разровнял, она в диаметре где-то 0,4 миллиметра. То есть она как раз подходит. Но сейчас я попробую так прочистить, а потом уже. То есть мы должны пружинку вот увидеть вот с этой части. Она должна у нас, мы ее толкаем. Оп. Эту процедуру можно сделать также, не снимая карбюратор. То есть сразу на двигателе. Еще. Так, ну теперь можно смотреть. Все-таки забито отверстие. То есть там какая-то жижа, походу. Но сейчас я выкручу и прочищу, продую. Вот, собственно, наш жиклерчик. Выкрутил я его.
Прочищаем, видно, вот отверстие, то есть все чистенькое. Дальше нам нужно прочистить вот часть, куда он закручивается. Вот там еще такая вот одна латунная, скажем, втулка, которая уже туда прессуется. А во, выпал наша втулочка, то есть она не зафиксирована и не запрессована. То есть ее можно все дополнительно прочищать. И все мелкие отверстия, которые находятся вот на этой трубочке, все должны быть вот так прочищены тонкой иголкой или вот, и продуты соответственно. Итак, сейчас для удобства я сниму вот поплавок с иголкой. Вот здесь снимается, просто выдвигается вот этот штифт, на котором вот сидит поплавок. Вынимается вот поплавок вместе с иголкой. Ее тоже нужно прочистить, продуть, промыть, и также ее вот посадочное место. Дальше что мы смотрим? Вот есть здесь, то есть такой вот канал холостого хода. Вот это такой технологический вот канал, который перепускает бензин перед жиклером. Вот он стоит, он перепускает бензин вот по этой трубочке. Дальше соединяется вот с такой поперечной, перпендикулярно ему идущей трубочке, и вот этим винтом регулируется подача бензина. Вот такое тонкое отверстие. Также есть вот по несколько отверстий. Здесь 4 таких мелких вот этой части. То есть это все вот отверстия для плавной работы на холостом ходу двигателя. Это все тоже нужно прочистить. Для того, чтобы это все прочистить, для начала вот выкрутим вот этот винт. Он всегда идет пластиковый. Нужно только запомнить, насколько он был закручен. То есть вот где-то 2,5 миллиметра. Вот такой полумесяц. Но я буду применять просто шлицевую отвертку. Итак, выкрутили пластиковый винт. Дальше идет вот такая вот пробочка. Пробочку нужно вытянуть. Вот. Подваживаем вверх, вытягиваем. Вот упало. На ней есть вот такие уплотнительные резинки с двух сторон. И вот канал. Вот. Ну, то есть она позиционируется только в одной позиции, потому что имеет вот такие вот выпиленные шлицы. То есть она стоит вот так. И тем самым перепускает через себя вот бензин. То есть вот, собственно, вот отверстие. Это отверстие мы должны тоже прочистить. То есть полностью там вниз. Вот по этому каналу. И продуть. То есть выдуется, там внутри тоже есть отверстие, где оно соединяется. Что еще? Дальше мы дуем в это отверстие, то есть которое стоит вот перед дроссельной заслонкой и перед жиклером, куда поступает воздух с минимально, тем самым вот продувает этот канал, естественно выдувает бензин. Дальше мы можем вот продуть вот это отверстие дальше внутрь и проверить, идет ли вот с этих мелких дырочек, то есть жидкость, которой мы будем это все прочищать, выдувать. Итак, начинаем процесс чистки этой кухни. И дальше будем собирать.
Так, сейчас я выдую это все компрессором. То есть все отверстия продувались. Вот маленькие отверстия тоже, вот с них, когда я вот сюда задувал, с них тоже вылетала вот жидкость. То есть они не забиты. Это все отлично. Сейчас я все продую и буду собирать в обратной последовательности. Итак, все я продул. Дальше собираем все в обратной последовательности. Для начала ставим вот эту бронзовую втулку. Вот. Просто ее туда закидываем. Немного поправляем. Все. Не вышло. Еще дальше. Во. Все, стало. Вышла она вот в вот главный канал карбюратора. Теперь можно закрутить жиклер. Так, жиклер закручивается шлицем в эту сторону, чтобы мы могли его вот захватить отверткой. Естественно. Так, все отлично. Жиклерчик у нас закручен. Во. Дальше что мы делаем? Нам нужно поставить вот в это отверстие вот этот перепускной такой патрубок. Вот. Просто прижимаем. Так, все, он стал. Дальше закручиваем винт под регулировки, вот, под газовки, то есть он служит упором вот рычага дроссельной заслонки. Тем самым он устанавливает обороты холостые, то есть это, скажем, своего рода подгазовка. Можно увеличить работу двигателя на холостых оборотах, его прикрутив, то есть закрутив. Вот, где-то вот так он был, так и оставляем. То есть вот делает вот больше и меньше зазор дроссельной заслонки при том, что она закрылась. То есть это холостые обороты. Так, дальше что мы делаем? Итак, дальше что мы делаем? Мы ставим вот иголку, вот, позиционируем ее вот и задвигаем штифтик. Все, штифтик должен с двух вот сторон выходить на одинаковую длину. Вот. В принципе, теперь можно проверить работу иглы. Вот для этого я вот надвигаю вот на входной патрубок термотрубку и начинаю дуть. И когда дую, призакрываю, вот, поднимаю поплавок, тем самым должно все перекрываться. Все отлично работает. Так, дальше установил я резинку. То есть при том, что я ее промывал, она немного увеличилась в диаметре. Я применил хитрость. Я намазал посадочное место смазкой и утопил ее в смазку. Тем самым она вот держится. Дальше позиционировать вот этот нужно штифтик. И смотрим. Вот. Вот эта часть у нас внешняя сторона, вот эта часть, вот эта внутренняя сторона. Итак,
Чашечку я тоже промыл, прочистил. Дальше вот этим дренажным отверстием ставим на внешнюю сторону. Вот, поставили и закручиваем. Все отлично. Карбюратор у нас почти собран. Дальше сейчас я буду ставить его на свое место. В принципе, в дальнейшей настройке он не нуждается. Вот, разве что можно минимально подрегулировать холостые обороты. То есть это все. И техника должна четко заводиться. Все отлично. Итак, что я делаю дальше? Дальше я промыл бензиновый бак и вместе с патрубком залил новый бензин. Сейчас ставим карбюратор обратно. Вот. То есть вот так. Здесь осталась вот прокладочка. Я не снимал, не трогал, она в хорошем состоянии. Вот. Дальше одеваем карбюратор. Вот, нам для начала сейчас нужно вот настроить тягу. То есть мы сразу, не зафиксировав его, должны вот тягой попасть в свое посадочное место и зафиксировать вот пружинку. Скажем, демпферную пружинку. Все. Отлично, чуть-чуть больше ее загнуть. Оп. Итак, все отлично. Вот у нас получилось. Я покажу. Тяга с пружинкой. Это все стоит на месте. Дальше надвигаем карбюратор. Вот. Одеваем топливный патрубок. Сейчас может немного бензина просочиться. Это тот минимум, который всегда пробивается. Вот, ставим. Дальше ставим мы вот корпус фильтра. Перед этим нужно поставить правильно прокладку. Вот, чуть не забыл. Вот, есть вот такая вот прокладка. Соответственно, вот в этой части она должна совпадать. То есть она ставится, можно померить. Все. И теперь уже ставим вот прокладочку. Дальше нам нужно поставить вот сам рычаг вот подсоса. Он становится сюда и штифтом заходит. Вот, проверяем, как он работает. Вот, закрывает, открывает. То есть все выставляем в эту позицию. И дальше уже собираем крышку фильтра. Итак, поставил я крышку фильтра. Вот, поставил патрубок праймера. Вот, закрепил его на штуцер карбюратора. Включаем вот краник топлива. Вот в эту сторону. Включаем подсос бензина. Вот рычаг в эту сторону. И изначально ставим вот
регулировку оборотов двигателя. Вот здесь покажу такая вот регулировка. То есть в позицию вот здесь черепаха, зайчик. Где-то максимально на зайчик. Итак, включаем дальше. Вот. На on ставим кнопку включения и пробуем уже заводить. Итак, все отлично у нас получилось. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Зима идет и будет много видео по технике.